Всем огромный привет, с вами Аркадий Романович. Обзор моих сделок за сегодня, 16 июля 2019 года. На самом деле сегодня готовился к тому, что будет убыточный обзор. У меня было в начале две убыточные позиции, и уже в принципе каких-то особых потенциалов в сделках не было, это было под вечер. И одна из позиций, которая у меня состоялась, принесла суммарно $580, причем был объем совсем небольшой, это один лот. И за счет этой позиции я закрыл два убытка, 192 и $368. Давайте разберем эти сделки, потому что сегодня уже девятый безубыточный день подряд. До этого были профитные дни, 8 торговых прибыльных дней, и сегодня без убыток. Первая сделка, которая у меня состоялась, причем такая достаточно обидная позиция, в которой я получил лосс буквально одним тиком, в один пункт. И эта позиция состоялась вот здесь. Я продал в районе 1412 с копейками, 1411, точнее 67 я продал. Вот в этой области, к сожалению, нет возможности показать, как это все выглядело на установочной платформе по системе Cluster Trader, я сейчас с другого компьютера. Но тем не менее, что мы здесь с вами видим? Мы видим импульсную волну, сила сигнал номер один. Мы видим, что рынок восстановился сначала здесь. Здесь не было сигналов на вход в рынок, а затем вот здесь появился стрелочный сигнал на продажу. Мои стоп-лоссы были за сигналом. Рынок буквально чуть выше ушел, выбил меня, и затем сформировалось хорошее движение. Я планировал здесь брать порядка $1500. Объем был 2,5 лота. Но в итоге вышел по стоп-лоссу. Довольно редкое явление, потому что в этом месяце у меня таких ситуаций еще не было. Когда цена в тик ударяет по стоп-лоссу, в основном были ситуации, когда наоборот цена бьет по тейк-профиту и разворачивается. Но затем появился хороший сигнал, хорошая возможность. Эта сделка была уже с трейдерами в закрытом чате. Я продал вот здесь, это в районе 1410.80. Вот в этой области. Здесь тоже сформировался сигнал. И мои цели были в районе 1400-1405 за тройскую унцию. Наши трейдеры, которые продавали золото, ставили тейк-профиты чуть ниже, в районе 1404 за тройскую унцию. И достаточно сильный моментум, хорошее движение. Причем ничего технически не предвещало такого движения, потому что рынок после того, как вот здесь обвалился, это было примерно 15:30 по Москве, ушел в длинную консолидацию, и потом вообще завял. Но мы увидели хорошее движение, удалось взять хороший профит, в итоге $580, и в итоге, можно сказать, безубыточный сегодня день. И один из важных моментов, ключ к тому, чтобы находить действительно хорошие сделки, которые принесут большие деньги. И один из самых базовых и эффективных приемов – это ожидание расширения волатильности, то есть когда в значительной степени расширяется диапазон. Вот, например, сегодня по золоту я наблюдал в течение всей утренней сессии консолидацию, диапазон был всего лишь 20 пунктов, и затем после новостного фона или обычно на открытии американской сессии рынок обвалился, и диапазон в 3 раза расширился, и мы сразу пробили несколько уровней. То есть запишите себе расширение диапазона и пробитие сразу нескольких уровней. Это есть критерий хорошей сделки. Почему? Потому что первое восстановление, то есть первая коррекция к этой зоне и появление там сигналов, это очень-очень вероятная сделка, как правило, с большим потенциалом. Почему? Потому что это первая только волна. Первое движение, затем коррекция, и, как правило, мы видим еще одно движение, нередко аналогичное, симметричное движение, хотя здесь мы видим, рынок даже ниже прошелся, и давал возможности брать большие таргеты. То есть это один из важнейших ключей торговли по тренду, поиска ключевых сигналов, то есть когда вам искать, потому что вот сегодня в течение дня было много сигналов вот здесь на buy, на sell, но они все были мелкие, они отработаны, но в рамках того состояния рынка, которое есть. Поэтому нам нужно расширение диапазона, пробитие уровней и затем поиск уже сигналов на вход в рынок и постановка расширенных целей, когда мы можем взять большие профиты, которые способны обеспечить нам день, неделю, месяц. И вот жаль, что
Сегодня цена тик-тик задела мой стоп, иначе день сегодня закрылся порядка бы $1500 либо $2000. Ну, в любом случае, прибыльная серия продолжается. Если мы посмотрим с вами на статистику с 3 июля, мы видим, да, как и на рынке импульсная волна, консолидация, импульсная волна, консолидация, импульсная волна, консолидация, импульсная волна, консолидация. Да, и, наверное, сегодня тоже, ну, завтра, да, сегодняшнего дня здесь нет, тоже будет консолидация. Я надеюсь, что до конца недели мне удастся сгенерировать еще порядка 5-7 тысяч долларов. Все зависит от того, насколько рынок будет волатилен. И надеюсь, что моя прибыльная серия продолжится. Вы меня часто спрашиваете, на каких активах, на каких таймфреймах и в какое время я торгую. Давайте я этот момент зафиксирую. К сожалению, нет возможности печатать, поэтому возьму инструмент для рисования и прям наглядно покажу. Я торгую золотом на минутном графике, только на одном таймфрейме. Я не смотрю на другие таймфреймы, я не прыгаю с таймфрейма на таймфрейм, потому что система устанавливается на тот таймфрейм, который вам более комфортен. Комфортен 5 минут, ну отлично, потому что большинство дейтрейдеров, особенно начинающих, предпочитают 5-минутный график. Для меня минутка идеальна по скорости исполнения сигналов и по тому времени, сколько я пребываю у компьютера, потому что я сижу у компьютера примерно 2 часа утром. Время это с 9 часов 11 часов Москвы, и вечером это 16 часов с 16 до 19-19:30, плюс-минус, опять же таки, да, это общее время, оно может варьироваться, но в среднем это 2 часа здесь и 2 часа здесь, и большая часть вот этого времени я провожу с трейдерами в закрытом чате, мы торгуем, открываем сделки, не только разбираем золото, но и другие активы, другие таймфреймы, потому что не все торгуют на минутке только золотом. Также я торгую еще фьючерсами на нефть, но сейчас весь мой фокус на золоте, это один из самых волатильных, самых техничных инструментов для меня. Но при этом те же сигналы, те же паттерны работают на всех других активах, других таймфреймах, ничуть не хуже. В общем, вот такой сегодня торговый день. Надеюсь, это видео для вас было интересным и полезным. Обязательно выберите свои активы, свои инструменты, выберите таймфрейм и выберите время, когда вы будете торговать, если, конечно, вы дейтрейдер. Ну а если вы хотите получать квалифицированный сигнал для входа в рынок, то проходите под этим видео, выберите тестирование системы Cluster Trader, ну и подключайтесь к нашему профессиональному сообществу. Будем торговать в режиме реального времени по простым визуально продиктованным сигналам. Все, всего доброго и до встречи. Пока.